Что может быть возвышеннее, чем руины средневекового замка? Глядя на развалины башен в какой-нибудь европейской стране, автоматически представляешь себе прекрасных принцесс, храбрых воинов, мудрых королей, волшебников и все остальные обязательные атрибуты рыцарского романа. А потом задумываешься, ну ладно, принцессы, но как это все, например, отапливалось? Котельных же не было, а площадь-то ого-го. Сегодня давайте попробуем разобраться с этим, а также с другими практическими вопросами о существовании в рыцарском замке. Надо сказать, что изначально в замках не было абсолютно ничего романтического. Эпоха замков началась после падения Римской империи, после того, как на месте централизованного и цивилизованного государства возникла масса рыхлых королевств, раздробленных на отдельные владения. Власть королей была слабой, а на местах управляли не чиновники, а феодалы, которым надо было где-то селить семью, дружину и слуг. В замке хранили припасы, оружие, а в случае нападения врага там могло укрыться население окрестных деревень. Ну или наоборот, благодаря замку население этих окрестных деревень не могло добраться до феодала, который собирал дань со всей округи. Если упрощать, рыцарские замки – это такие укрепленные штаб-квартиры средневековой братвы. Никаких архитектурных изысков поначалу тоже не было. В IX и X веках, когда строительство замков только начиналось, они представляли собой просто деревянные башни с рвом и чистоколом вокруг. Времена были суровые. Европу с разных сторон грабили и жгли викинги, сарацины, венгры и другие довольно мрачные персонажи. Если вас не пытались ограбить они, этим могли заняться соседи. Так что замок был жизненно необходимым сооружением. Одинокая башня со входом на уровне второго этажа, кто успел, забился внутрь, втянул лестницу и заперся. А дальше собравшиеся снаружи викинги решают, что же делать с этой конструкцией. Попробовать поджечь, подкопать или плюнуть и пойти искать добычу попроще. Постепенно у землевладельцев накапливались свободные деньги и неразграбленное добро. А к XI веку замки приобрели тот вид, к которому мы привыкли. Каменный донжон, то есть центральное здание, окруженное каменными стенами, лучше всего на горе, а за неимением горы на холме. Между внешней стеной и донжоном обычно ставили деревянные постройки, хозяйственные и, собственно, жилые. Сам донжон строился для безопасности, об удобстве думали в последнюю очередь. Это был бункер, куда заселялись в случае катастрофы. В остальное время жили внутри стен, но в более комфортных постройках. В замке сидел местный сеньор, который приносил вассальную клятву феодалу более высокого уровня. Бюрократического аппарата и регулярной армии у государств того времени не было, и все эти функции выполнял землевладелец. Он тебе суд, полиция, военкомат, налоговая, таможня, ну и все остальное. Он был обязан вместе со своими людьми служить сюзерену определенную часть года, обычно 40 дней. А дальше, как договорятся. Иногда это приводило к довольно нелепым ситуациям. Например, во время важной осады половина армии с чувством выполненного долга уходила домой. Методов воздействия на непокорного феодала было мало. Для того, чтобы как-то на него воздействовать, его надо было сначала выкурить из замка. А эта задача не самая тривиальная. Вассальные клятвы и соглашения четко определяли полномочия сеньора и вассала, включая возможность разорвать эти отношения. Иногда бывали занятные оговорки. Например, в одном случае вассал обещал сеньору военную помощь против любого живого противника. Видимо, в случае зомби-апокалипсиса сюзерену надо было выкручиваться самому. В другом случае вассалы подчеркивали, что по доброй воле служат сеньору, который, цитата, «ничем не лучше их». У себя в замке феодал был полновластным хозяином. Те, у кого замков было больше одного, назначали костеляна, управляющего. Хороший феодал регулярно объезжал свои владения, чтобы не упустить ситуацию на местах. То же самое делали и короли, причем у них имелось специально оговоренное право ночлега в замках своих вассалов. Это были очень разные по размеру и постройке сооружения. Вариант эконом для самых бедных рыцарей – просто добротная каменная башня. Замок влиятельного и богатого феодала мог, наоборот, напоминать небольшой город. Например, Крак-де-Шевалье, крепость крестоносцев в современной Сирии, была гигантским комплексом сооружений со множеством отдельных внутренних построек, складов, жилых и хозяйственных сооружений и с 2000-ным гарнизоном. Владельцы обживали замки как могли. Центром замка был общий зал, который старались по мере сил благоустроить. В позднем Средневековье даже застекляли окна. Стены для уюта обшивались расписными деревянными панелями или драпировались гобеленами. Если зал находился на втором этаже, полы были деревянными, но на первом могли быть и земляными.
В этом случае их выстилали смесью камыша и трав. Но понятно, что в этой куче могло обнаружиться все что угодно, от лужи пива до костей с прошлогоднего пира. Где-то неподалеку держали животных. Аристократы предпочитали молоко и мясо, а это требовало скотного двора и бойни. Одной из главных проблем было отопление. В холодное время надо было как-то обогреть огромный объем помещения. Сделать это с помощью очага было практически невозможно. Позже появились камины, но и они не решили проблему до конца. Каменный мешок, он тебе и есть каменный мешок. Так что даже герцогам и графам приходилось иногда колоть себе дрова. Ночью слуг не добудешься, не мерзнуть же. Вообще, жизнь в замке была довольно казарменная. Какое-то личное пространство появилось у обитателей замков не сразу, да и то только у хозяев. Для них в высоком средневековье начали делать отдельные эркеры. Слугам и рядовым воинам ни о чем подобном мечтать не приходилось. Хорошо, если у них была своя кровать. Вопреки стереотипу о немытом средневековье, рыцари прекрасно знали, что мыться нужно. Другой вопрос, как и где. Воду приходилось таскать вручную. В лучшем случае в верхней части замка могли поставить цистерну, откуда по трубам вода подавалась ниже. Канализации тоже не было, ее заменяла гравитация. Туалеты располагались в эркерах или были снабжены наклонными трубами, так что нечистоты естественным образом оказывались за стенами и падали в ров, или, как бонус, на головы осаждающим. О комфорте заботились как могли. Сиденья покрывали тканью, дыру закрывали подушкой, а вместо туалетной бумаги использовали шерсть или лен. У изысков был очевидный минус. Через выход для нечистот, если этот выход был сделан неаккуратно, мог пролезть коварный враг. Настроение у него после этого было исключительно мрачное, так что пощады можно было не ждать. Чем дальше, тем сложнее становилось устройство замка, и тем больше в нем селилось персонала. Любому замку нужен был гарнизон. Значительная часть рыцарей своего замка не имела и нанималась на службу в замке к тем, кому повезло больше. Ниже их в иерархии стояли сержанты, тяжело вооруженные воины, не имевшие рыцарского звания, и обычные солдаты. Жизнью замка руководил управляющий, который отвечал за хозяйственную сторону. Это была самая квалифицированная работа в замке. По сути, менеджмент большого предприятия. Найти честного управляющего было трудно. Простор для распила, коррупция и просто банальное воровство на этой должности – дело совершенно обычное. Бывало, что толковый управляющий становился богаче многих феодалов. Кроме того, большому замку требовался священник-капеллан. Он обычно был одним из немногих людей в замке, умевших читать и писать, и выполнять функции делопроизводителя. В зависимости от богатства и статуса владельца замка размер персонала мог достигать сотен человек. В список мог входить, например, альмонарий, ведавший раздачей милостыни и объедков нищим, а заодно помогавший всем социально уязвимым группам населения, от вдов до военнопленных. Отдельную статью расхода составляли гонцы. Вороны из «Игр престолов» — это фэнтези. Реальным рыцарям приходилось пользоваться услугами людей. Гонец — работа неблагодарная. Известный случай, когда адресату не нравилось содержание письма, и он заставлял гонца письмо это съесть. Замок требовал массы квалифицированных слуг, от нескольких десятков до нескольких сотен. Первым по важности тут были повар и его команда. Всю эту ораву нужно было чем-то кормить. Повара буквально жили на рабочем месте, и хорошо, если у них находилось время на сон. Кроме них требовались конюхи и коновалы, чтобы ухаживать за лошадьми. Кузнецы, без которых тоже нельзя было обойтись. Отдельной строкой шел цирюльник. Это многопрофильный специалист. Цирюльники стригли, брили, но не только. Они еще выполняли функции дантистов, хирургов и делали всем желающим кровопускание. В средние века это считалось основным средством от всех болезней. И, конечно, в замке присутствовали пажи и оруженосцы. Мальчиков, в том числе из благородных семейств, набирали, чтобы помогать по хозяйству, прислуживать за столом, ухаживать за лошадьми и охотничьими собаками, поддерживать в порядке оружие и доспехи. Это позволяло получить практические навыки. В отличие от чтения, письма и счета, эти навыки полезны были во взрослой средневековой жизни. В 14 лет юноша становился оруженосцем и начинал активно заниматься боевой подготовкой. Друзья, здравствуйте.
25 июля этого года исполнится 45 лет со дня смерти Владимира Семеновича Высоцкого. Это первый коллекционный номер журнала «Чтиво», который посвящен Высоцкому. Мы его сделали совместно с Государственным музеем Высоцкого. Здесь огромное количество фактов биографии Владимира Семеновича, которые никогда не были до этого опубликованы. Мы поговорили с коллекционерами, сделали фотографии редких вещей, которые принадлежали поэту. Мы сделали экскурс в Москву того времени, прошли за Высоцким по театральным подмосткам, по киноплощадкам и поговорили с людьми, на чью жизнь Высоцкий повлиял. Ну, в частности, здесь, например, колонка Константина Львовича Эрнста, главы Первого канала, который, как известно, вообще редко по какому поводу пишет колонки. В общем, мы очень волновались в создании этого номера, мы очень долго его делали, и для нас это большая честь вообще, что мы этот номер выпустили. Я поговорил с сыном поэта, с Никитой Высоцким, о том, вообще, каково же это жить с фамилией Высоцким. В общем, много всего интересного. Номер уже в продаже, заказать его можно на Озоне. Мы надеемся, что, в общем, его ждет судьба тоже коллекционная. Ссылка в описании. Номер уже доступен для предзаказа. Постепенно замки становились еще более комфортными. Появились люстры со свечами, которые поднимались к потолку с помощью лебедок, скамьи с подушками, многочисленные печи и прочие бытовые удобства. За культурную программу отвечали музыканты. Министрелям платили хорошо, причем они не только пели и играли, но и рассказывали истории, травили байки, в общем, развлекали хозяев как могли. Поэзия быстро стала сложной, а сами истории длинными и прихотливыми. Лишнего времени было много, и возможность как-нибудь его убить ценилась на вес золота. Желающие могли приобщиться и к менее изысканным развлечениям. Например, история сохранила для потомков сведения о жизни шута по имени Роланд Пердун. За исключительные таланты он получил от короля Англии Генриха II поместье приличных размеров. Те, кого шуты не интересовали, могли сыграть в шахматы или поохотиться. Замок при этом оставался укреплением и в этом качестве постоянно совершенствовался. Главным элементом была стена. Чем выше и толще, тем лучше. Но дальше начинались ухищрения. Например, стену снаружи старались сделать чуть покатой, чтобы камни, которые сбрасывали сверху, рикошетили и били врага больней. Наружу вели узкие бойницы, которые расширялись внутри, чтобы стрелку из лука или арбалета было проще прицелиться. Башни, выдающиеся вперед, позволяли обстреливать противника, забравшегося под самую стену. Сверху ему добавляли из специальных бойниц, нависающих над стеной. Из них можно было кидать камни или лить кипяток, а лучше кипящее масло. Самым слабым местом были ворота, поэтому их защищали дополнительными башнями, а желательно барбаканами, небольшими укреплениями, вынесенными вперед. Штурм замка был исключительно сложным делом. Надо было как-то перебраться через ров, выломать ворота или залезть на стену по приставной лестнице. И это только для начала. Пока ты лез, тебе на голову кидали камни, лили кипяток. Лестницу пытались оттолкнуть от стены в надежде, что ты свалишься с высоты 3-го этажа и сломаешь себе ноги. Штурмы делились на две категории. На отлично подготовленные, с участием передовой для своего времени техники, с долгими, трудными осадными работами перед атакой, и на провальные. Катапульты и баллисты, метавшие камни и большие стрелы, могли в теории разбить стены, но на это требовалось много времени, так что замок себя окупал. Убило его только появление осадной артиллерии, которая могла пробивать в стенах огромные бреши и обрушивать башни. Замки утратили военное значение. Одни превратились в руины, другие стали тюрьмами и казармами, а третьи эволюционировали в родовые поместья, где потомки рыцарей наделали в неприступных стенах окон и провели электричество. Хороший пример тут — Виндзорский замок, резиденция британских королей. 900 лет назад это была военная база нормандских завоевателей, приплывших покорять острова. Потом крепость, пережившая несколько осад в гражданских войнах. Затем благоустроенный дворец, окруженный роскошными парками. Место торжеств и дипломатических приемов. И, наконец, туристическая достопримечательность. С другой стороны, толстые каменные стены — это толстые каменные стены. Они могут иногда пригодиться и в современном мире. Один из самых драматичных эпизодов испанской гражданской войны 30-х годов прошлого века — осада Толедского Алькасара, древнего замка испанских королей. А в мае 1945 года произошел бой в австрийском замке Иттер, где нацисты держали заключенных. В тот день эсэсовцы атаковали крепость, которую обороняли американские солдаты и освобожденные французские пленные. Атаковали и не смогли ее взять. Так рыцарский замок выдержал свою последнюю осаду.